Всем привет, дорогие друзья! Сегодня готовлю сладкую тыквенную кашу с пшеном. Это теплый вкус детства и идеальный завтрак для всей семьи. Нежная, кремовая, с мягкой сладостью тыквы и легким ванильным ароматом. Готовится из самых простых ингредиентов, отлично насыщает и подходит как для завтрака, так и для спокойного домашнего ужина. По желанию можно добавить изюм, корицу или подать с медом. Это так вкусно! Для рецепта мне понадобится в первую очередь поставлю отвариваться тыкву. Конечно, для рецепта очень важно, какую тыкву вы используете. Я рекомендую использовать тыкву мускатных сортов, чтобы она была такая вкусная, сладкая. Режу тыкву средними кусочками. Конечно, предварительно я ее уже почистила. Это, наверное, самый такой трудоемкий процесс и сложный. Я режу небольшими кусочками, чтобы она быстрее стала мягкой. Конечно, кашу с тыквой все варят по-разному. Кто-то любит, чтобы тыква полностью разварилась в пюре. Кто-то любит наоборот, чтобы были кусочки тыквы. Обязательно пишите в комментариях, как готовите тыквенную кашу вы. И я, например, ее люблю с пшеном, но ее еще готовят с рисом. Какая вам больше нравится? Тоже пишите в комментариях. Если хотите, можем сварить еще и кашу с рисом. Перекладываю тыкву в кастрюльку. И в этой же кастрюле я буду варить и всю кашу. Я беру кастрюлю с толстым дном. Заливаю водой. Воды не надо много. Она должна вот так слегка покрывать тыкву. Я добавила 200 мл воды. Добавляю где-то пол чайной ложечки соли. Я поставила кастрюлю на плиту. Закрываю крышкой. И готовлю до мягкости тыквы. Ну, примерно это минут 10. Конечно, все зависит от того, какая у вас тыква. Просто проверяйте. Тем временем хорошо под проточной водой промываем пшено. А еще лучше пшено переложить в миску и хорошо вот здесь в миске промыть в воде. И эту воду поменять несколько раз. Пшено надо обязательно хорошо промывать. Оно грязное. Теперь очень важный момент. Хорошо промытое пшено либо надо залить кипятком, я сейчас так и делаю, либо надо его даже чуть-чуть отварить, буквально в течение 2-3 минут, довести его до кипения. Именно этот процесс убирает горечь. Я подробно об этом рассказываю в своих видео, где я просто готовлю пшенную кашу как гарнир. И также у меня на канале еще есть рецепт пшенной каши на молоке. Обязательно заходите и посмотрите. Я оставлю ссылки под видео в описании. Сейчас пшено я залила кипятком и оставлю постоять его, пока у меня варится тыква. Посмотрите, тыква у меня уже совсем стала мягкая, хорошо отварилась. И уже на этом этапе, конечно, как вам больше нравится. Либо тыкву пюрируем, либо оставляем кусочками. Я лично очень люблю, когда тыква превращается полностью в пюре. Поэтому я сейчас ее пробью погружным блендером. Конечно, если где-то будут попадаться кусочки тыквы, в этом нет ничего страшного. Цвет, конечно, получается у пюре очень красивый, такой ярко-оранжевый. Горячую воду с пшена сливаю через сито. Отправляю пшено в кастрюлю к тыкве, вернее даже к тыквенному пюре. Перемешиваю и снова отправляю на плиту. Огонь я делаю тише, закрываю кастрюлю крышкой и на небольшом огне варю примерно минут 10. Также обязательно надо закипятить молоко. Не добавляйте холодное молоко в кашу. Пшено с тыквой варится у меня уже примерно минут 10, может даже чуть больше. И сейчас я сюда вливаю горячее молоко. Перемешиваю. Какой красивый цвет у каши получается. Тыква такая яркая. Закрываю крышкой и на небольшом огне готовлю еще кашу 10-15 минут. Периодически можно кашу перемешивать. Видите, у меня здесь еще попадаются кусочки тыквы. Каша с молоком у меня варится сейчас примерно 15 минут. Самое время добавить в нее сахар. Сахар, конечно, добавляйте по вкусу. Я добавляю где-то 1,5 столовые ложки. Также по желанию можно добавить экстракт ванили, либо ванильный сахар. Добавляю 1 чайную ложку. Перемешиваю. Также я еще сюда добавляю такой хороший кусочек сливочного масла. Еще раз перемешаю. Закрываю кашу крышкой и снимаю с плиты. И вот таким образом под закрытой крышкой я оставлю кашу постоять еще минут 10. И она хорошо пропарится и будет просто невероятно вкусная. Кстати, в качестве добавок к этой каше можно также еще использовать корицу. Можно добавить сюда мед, изюм, все, что вы хотите.
У меня здесь маслица немного подтаяла, я кашу еще раз перемешаю. У нее будет такой просто великолепный сливочный вкус. И посмотрите, какой цвет получился, просто великолепный. Яркий, желтенький, очень солнечный. Посмотрите, каша настоялась, как она хорошо загустела. Выглядит просто потрясающе. И вот именно вот такая консистенция каши мне очень нравится. Она и не густая, и не жидкая, такая как надо. Сверху на кашу можно положить пару кусочков распаренной тыквы. Обязательно добавить кусочек сливочного масла. И у меня здесь еще вот такой бочонок с медом. Я кашу еще полью сверху медом. Каша получилась такая вкусная, нежная и ароматная. Обязательно ее приготовьте. А я желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Если видео вам понравилось, поставьте лайк, напишите комментарий и подпишитесь на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные рецепты. Всем пока!